На создание этих часов Xiaomi собрали в 35 раз больше средств, чем нужно было для начала производства. Они совсем не боятся воды, в часах английский язык вшит, и я уверен, что появится русский. Выглядят они просто очень классно. Стоят дешево, погоду показывают, сообщения приходят на русском, месяц автономности, пульс у воздуха не считают, и лично мне в них удобно спать, да и сон они отслеживают отменно. И если про их первую версию я рассказал с ироничной улыбкой, эти часики меня во многом приятно удивили. Tube 547, всем привет, вы на канале Польза.нет. Здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры, на канале нет мата и хамства. Подписывайтесь с лайком и участвуйте в ежемесячном розыгрыше 5 фитнес-браслетов Mi Band 4. И сегодня я расскажу вам об умных часах Xiaomi Halo Solar. Приходят они в картонной упаковке, такой вот супер эконом, но по мне для лоу-коста выглядит все прилично. К слову, существует две версии данных часов, глобальная и китайская. В глобальной часы на английском, у меня глобалка. Вскрыли комплект, инструкции, часы, магнитный кабель зарядки и все. Ремешок убогий, хоть и не максимально, но аллергию не вызывает и носить его можно. У меня раздражение за неделю от него не появилось, даже к нему привык. Алгоритм подключения, как всегда, прост. Скачиваете по QR-коду программу, в отличие от часов Halo LS01, обзор на который вы можете увидеть по ссылке в правом верхнем углу, у этих часов другая программа. И называется она Halo Fit, а не Halo Sport. Скачали программу, которая есть и в Play Market Android, и в iOS системах. Включаем Bluetooth на телефоне, ищем часы, даем разрешение на сопряжение и, конечно, все разрешения программе, иначе ни оповещений, ни погоды вы не увидите. Обновляем часы и дальше все внимание на часы. Первое, что бросается в глаза, покрытие без олеофобки. Но стираются отпечатки ваших пальцев быстро и просто. Ремешки быстросъемные, по форме и размеру слегка нестандартные. Размер ремешка указан на самом ремешке. Указано 22 мм, при измерении линейкой получается почему-то 20. Экран слегка утоплен в безель, круглый цветной TFT дисплей с диагональю 1,28 дюйма с разрешением 240 на 240 пикселей. Пиксели видны, но не раздражают. Экран, конечно же, сенсорный. Аккумулятор на 340 мАч хватает на 30 дней без подзарядки, но без активированного датчика пульса. С включенным датчиком измерения пульса этот показатель сократится до 15, что в принципе логично. Пульсометр, как вы поняли, в наличии, притом у воздуха эти часы пульс не считают, что очень хорошо и приятно. Плохо, что при беге, до того как у вас появились высокие значения пульса, эти часы, конечно же, показывают полную чушь. Часы могут отслеживать 12 разных видов активности: бег, ходьбу, езду на велосипеде, скалолазание, тренировки на велотренажерах, йогу, бег в помещении, гимнастику, баскетбол, футбол и греблю. Заметили, что плавания нет? При сравнении показателей по треку со стратосами третьими на часах с GPS на дистанции в 1280 метров Солары показали 1350 метров. На их данные при занятиях спортом я бы, конечно, не опирался, но с другой стороны, хорошо, что они показывают больше, чем реальные показатели по GPS-трекеру. На высоком пульсе Солары, как крайне везучий рандомайзер, показали почти удар в удар со стратосами третьей версии. Программа в телефоне полностью на русском языке, пусть и с корявым переводом. Так что сами видите, что в них имеется. Из особенностей: яркость экрана настраивается на максимальный, даже на ярком солнце все читабельно. При отслеживании спортивной активности в течение 3 часов часы теряют около 10% заряда. Естественно, часы показывают уведомления, погоду, а также могут мониторить сон и снимать стресс тренировкой дыхания. Есть функция управления плеером, YouTube с них можно также управлять, но есть только перелистывание и плей-пауза по меню, а увеличение и уменьшение громкости отсутствуют. Общая статистика: пульс, спортивная активность, погода на 3 дня, данные по сну, уведомления, управление музыкой. Во вкладке «Больше» таймер, секундомер, поиск телефона и дыхательные упражнения на 1 и 2 минуты. Очень удобная штука и крайне расслабляет. Во вкладке Watch Face яркость, общая информация, выключение и перезагрузка девайса. В программе обязательно нужно настроить доступ к уведомлениям для необходимых вам мессенджеров и программ. Можно включить режим «Не беспокоить» и отключить активацию поворотом запястья. Удобно настраивать время работы экрана после активации. До 15 секунд, но напоминаю, что Always on Display здесь нет. Если отключить функцию активацию поворотом запястья, активировать экран можно будет только одной металлической механической кнопкой. Она здесь в меру тугая и при нажатии приятно щелкает. Можно также настроить вибрацию часов при получении уведомлений вашим телефоном. Перманентный мониторинг пульса также
также на борту. Напоминание о бездействии и будильники неумные тоже в программе. Я не стану себе изменять и пройдусь по недостаткам этих часов. В часах нет многозадачности, микрофона, динамика, симки, GPS-а. Свайпы еле заметно фризят. Отсутствует олеофобное покрытие, пока довольно мало watchface'ов, конечно, нет возможности устанавливать сторонние программы и отсутствует функция Always on Display. Нет NFC и оплаты по QR-кодам. Пока нет русского языка, к сторонним программам часы не подключить. Но если выбирать между Mi Band 4 серии и ими, я бы взял их. Выглядят они реально дороже. Металлический корпус с пластиковым основанием в этот раз выглядит очень хорошо. Весит чуть больше 50 граммов вместе с ремешком. Bluetooth 5 версии не отваливается, обладает приятными размерами 9 мм в толщину и на 44 мм в диаметре. Как шагомер отрабатывает шаг в шаг, но в транспорте шаги считает, хоть и только на плохих дорогах. Ну, у меня они, конечно же, плохие, как и у вас, я думаю. Режима плавания нет, несмотря на защиту от влаги и пыли IP68, что довольно странно. Сенсорный экран, повторяюсь, слегка тормозит, но не сильно. Вибра средняя, не лютая. На солнце и под разными углами экран видно хорошо. По ссылке в описании к видео они выйдут вам в районе $29 с бесплатной доставкой. А может и еще дешевле, если купоны хорошие найдете. Резюмируя, эти фитнес-часы я советую. Хотя если не дружите с английским, подождите глобалку с русским языком. В этой глобалке русского пока нет. Когда вам не заходит форм-фактор браслетов и нужны часы, притом круглые, которые стоят в 2 раза дешевле, чем выглядят, это просто отличный вариант. Пишем, что еще купить на обзор, друзья. Ставьте лайк за труды и подписывайтесь. Завтра будет стрим-тест телефона Redmi 9S на 6 гигабайт оперативы, который я умудрился урвать за $190. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.